Добрый день, друзья! Я приветствую вас, с вами Яра. И сегодня мы будем готовить один из моих любимых соусов – соус beurre blanc. Beurre blanc в переводе с французского означает белое сливочное масло. Очень простое. По аналогии с тем, что соус делается из сливочного масла и уваренного вина. Бытует мнение, что соус beurre blanc был придуман одним из поваров в 20 веке. Конечно, это был француз. Он делал соус бернес, в который добавляются те же ингредиенты, но еще добавляются яйца. И забыл добавить яйца. Таким образом получился невероятно воздушный, легкий и потрясающий бархатистый соус beurre blanc, который незаменим для любых морепродуктов, рыбы, креветки. Итак, сегодня мы будем готовить beurre blanc. Нам потребуется сливочное масло, которое я предварительно нарезала кубиками и охладила в холодильнике. Также нам потребуется мелко нарезанный лук-шалот. Если у вас нет лука-шалот, вы можете использовать любой лук, но впоследствии его удалить. Здесь у нас винный уксус, белый уксус. Вы можете использовать яблочный, какой вам нравится, белое сухое вино и сливки или вода, как вам понравится больше, для завершения процесса. Также мы будем использовать белый перец и лимон. Это, собственно, все ингредиенты, согласитесь, совсем немного для такого потрясающего соуса. Нам потребуется также венчик и соусник. Я включаю на среднюю температуру и вливаю сюда уксус, белое вино. И сюда же я добавляю примерно 1 столовую ложку лука-шалот. Это может быть маленькая луковица, какая у вас есть. Достаточно. Секрет в том, чтобы уваривать вино и уксус вместе с луком. Нам нужно выпарить жидкость примерно втрое, чтобы осталась 1 столовая ложка примерно такой сиропообразной жидкости с луком. Лук за время приготовления станет немного мягче, но за счет того, что он будет увариваться в вине, он будет красивого розового цвета и пахнуть будет невероятно вкусно. Обычно французы после приготовления соуса избавляются от лука. Но, если честно, я люблю оставлять лук там. На мой взгляд, он придает такую пикантность, когда он попадается на зубок и чуть-чуть похрустывает, обнажая свою такую пикантную нотку за счет уксуса и вина. Итак, процесс пошел, ароматы идут невероятные. Вы можете использовать также уксус, который был предварительно уварен с перцем и с лаврушкой. Французы используют эту технику очень часто. Сегодня у меня обычный уксус, потому что я не успела его снабдить вкусами. У меня столько слюны уже вырабатывается от того, что я предвкушаю этот соус. Будьте осторожны, уксус может быть достаточно резким, когда он упаривается. Поэтому буду делать вот так. Секрет в том, что когда вино выварится, мы будем добавлять сливочное масло. Таким образом, масло будет таять в теплой жидкости, но не растворяясь, а как бы соединяясь, эмульгируясь. Поэтому этот процесс называется эмульгация, а сам соус – эмульсия. Ну вот, процесс идет успешно. За это время лук-шалот успеет приготовиться. Почему я люблю шалот? Потому что у него очень тоненькие мембраны и сладковатый вкус. При этом он очень ароматный и легко готовится и не дает горечи. Ни разу не плакала от шалота. Давайте покажу, что здесь у нас творится. Вот, еще чуть-чуть уварим. После того, как наша жидкость уварится, необходимо будет температуру снизить. Потому что если температура будет высокая, то при добавлении масла оно просто расплавится. Нам же нужно, чтобы оно нежно соединилось с остальными ингредиентами. Я прям ставлю почти на 1. Еще немножечко упариваем. И здесь есть такой трюк. Так как у нас текстуры достаточно разные, чтобы избежать расслоения масла или расслоения соуса, мы будем использовать сливки.
Это тоже очень французский рецепт. Если у вас нет сливок, не страшно, вы можете добавить холодной воды в соус, и это как бы соединит горячую массу с холодным с маслом. Еще чуть-чуть, и почти все. За это время лучок приготовился. Чудесно. И стал розовеньким. Сейчас вам постараюсь показать, какая получилась у нас масса. И сейчас я ввожу 1 столовую ложку сливок и перемешиваю. А теперь я буду добавлять по 1-2 кубика масла и тщательно перемешивать. И так до тех пор, пока мы не вмешаем все масло. Когда масса у вас будет чуть погуще, вы можете добавлять и больше масла за один прием. Нам главное начать сам процесс сейчас, чтобы оно соединилось. Господи, какой аромат! Я вот сейчас добавлю 3 кусочка. Джексон не дождется, когда будет соус готов. Вы можете использовать и соленое масло, тогда соус получится более густой. Но мне нравится он именно таким жидким. В разных рецептах фигурирует разное количество масла. Здесь вы можете смотреть по своему вкусу. Как только у вас получилась текстура достаточно нежная, шелковистая, вы можете не добавлять масла. Но мне нравится, когда оно очень масляное. Я вообще обожаю масло. У меня 2 любимых ингредиента. Масло и чеснок. Моя мама даже смеялась и говорила, что если бы люди могли добавлять чеснок даже в чай, то это была бы я. Напомню, что температура у нас совсем-совсем маленькая, почти 2,2 теплая. На этом этапе вы можете процедить масло и убрать ваш лук-шалот. Но мне кажется, он заслужил, чтобы мы его оставили. Потом он выглядит как такие маленькие кусочки рубина, плавают в нашей такой желтоватой массе. Хочу сказать, что соус Beurre Blanc не хранится и не подогревается. Поэтому, если у вас есть в планах подать его к вашему блюду, готовить его нужно в самую последнюю очередь. Итак, финальный штрих. Белый перец. Аромат белого перца мне напоминает о Марокко. Немного белого перца. Кстати, белый перец – это тот же черный перец, но с белого перца сняли черную шелуху. Итак, наш соус почти готов. А сейчас я только добавлю щепотку буквально соли и все тщательно перемешаю. И самый финальный штрих – капелька лимонного сока. Он поможет освежить наш соус и осветлит. Вот, он значительно посветлел. Соус готов. Я сейчас его перелью в соусничку. Я обожаю красивую посуду. И к соусничке у нас будет... Собаки разбесились. Такой черпачок. Наш соус готов. Ароматы стоят невероятные. В этот соус вы можете добавить мелко нарезанный шнит. Также вы можете добавить сюда черную икру. Все что угодно на самом деле. Это может быть базой для любых вариаций. Вы можете добавлять свои любимые ингредиенты. Но в целом соус Beurre Blanc готов. А с вами была Яра. И до новых встреч!